Всем привет из города Панчево. Сейчас буквально минуты и начинаем. Не-не-не. Стою напротив парковки, люди переживают, что я их снимаю номера. Как будто я штрафую их, да, полицейский. Уже 3 человека ко мне подходило, спрашивал: вы тут номера снимаете? Я стою напротив рынка, поэтому люди переживают. Видимо, здесь платная парковка, никто не платит. Погодка сегодня прям отличная. Сейчас плюс 14, днем обещают плюс 20. Стою на солнышке, пока греюсь. Но уже чувствуется осень, прохладно. Хотя деревья еще зеленые в основном. Так, ребят, всем привет! Сегодня у нас стрим из города Панчево. В общем, план такой. Прогуляемся по старым улочкам, историческому центру. Заглянем на старый железнодорожный вокзал, пивоварню, синагогу. В общем, все, что будет по пути нам попадаться. Везде будем останавливаться, смотреть. Поговорим о ценах на недвижимость, и современную жизнь. От вас потребуется активное участие, так что пишите свои вопросы, комментарии. Так, город Панчево находится где-то в 14 километрах от Белграда. За свою историю он повидал римлян, кельтов, гуннов, турков, австрийцев. В общем, кого здесь только не было. Начать хочу я свой рассказ от молодежного центра. Сейчас дойду до него. Чуть-чуть подальше он стоит. А с правой стороны можно понаблюдать, как строится дом. Как всегда, информации никакой нет, ни сайта, ни телефона. А вот не рекламируют они себя. Так бы вам показал. Может, кому интересно было бы. Так, Ан, привет. Гуляем, да, гуляем. Справа, что-то вроде частного сектора. А я направляюсь в исторический центр. Вот слева от меня это здание молодежного центра. Почему начал от него? История у него интересная. Так, как бы мне встать, чтобы его все захватить? Сейчас чуть-чуть вперед пройду. В общем, это здание было построено в 1875 году. Строилось оно как военный госпиталь. А с марта 1920 года здесь располагался госпиталь Российского Красного Креста. Вот здесь, наверное, получше будет. Да, Наталья, доброе утро. Этот госпиталь Российского Красного Креста был оснащен современным оборудованием и считался госпиталем высшего уровня. Персонал был русским, также здесь медсестры были русские, и врачи. Они бежали в Панчево во время Октябрьской революции. В составе русской больницы находилась библиотека и часовня. А до окончания Второй мировой войны, запнуться бы, часть персонала и врачей покинула госпиталь, и саму Сербию, опасаясь репрессий со стороны советской армии.
такое большое здание. Оно очень огромное. Ну, церкви сейчас не видно здесь. Возможно, ее снесли. Городок небольшой. Добирался я сюда на автобусе. Можно доехать и на электричке. На автобусе ехал я минут 30. Билет от вокзала, автовокзала Белграда до автовокзала Панчево на автобусе 360 динар. $360 динар это, ну, по факту 400 рублей, наверное, уже. Вот такая старинная улочка тоже. Смешанная застройка 19-20 века. Сам Панчево впервые упоминается в письменных источниках в 1153 году. Это был не только экономический и торговый центр Южного Баната, но и перекресток водных и сухопутных путей региона. Здесь даже когда-то проживали греки. В 15 веке городом управляли турки, а с 1716 года он перешел под власть Австро-Венгрии. Ну и в 1918, по-моему, году вошел в состав Югославии. Вот нас уже 9. Всем привет, кто только присоединился. Вот сами можете посмотреть, как все здесь выглядит. Тоже одноэтажный дом, 19 век. Все меня пропускают. Да, Ан 1901 была, только часть была под, 300 лет, как так сказать, под оккупацией, какая-то там 100-200. То есть северная часть была меньше оккупирована по сроку, по годам. Так, я иду в старый город и хочу показать вам школу, здание начальной школы. Сейчас выйду на улочку. Здесь я в первый раз, вот мы идем прям вот, в первый раз я вместе с вами, как говорится, по левую сторону. Что, больница какая-то или просто пункт скорой помощи. Так, пешеходы, говорю, водители какие, пропускают везде. Может, потому что с камерой. Вот здание с правой стороны, дом, тоже современное. Пять этажей, а внизу 2 этажа под магазины и офисы. Ну, в итоге 7 этажей. По левую сторону 19 век. Андрей, музыка. Андрей, наверное, да? Правильно, музыка. Алексей, здравствуйте. Фирма РЖД. Функционал, фитнес, Панчево, около 30 человек. Живем в отеле. Прикольно. Как вам город? Напишите. Вы, наверное, здесь уже успели нагуляться, посмотреть, что интересного. Может, я вам покажу сейчас. Что-то новенькое для себя увидите или узнаете. По левую сторону получается, что одноэтажные здания, да. Ну, такие, вроде как отремонтированные. Единственное, вот кондиционеры вот эти. Так, а вот школа с правой стороны. Здание школы. 4 этажа. Смотрим сейчас вас горящими глазами под бокальчик вина. Молодцы какие. А с утра-то вино не рано? Тут же в пивном, пивной завод, до него дойдем. И там какое-то кафе. Говорят, вроде там местное пиво разливают. На вкус не знаю какое. Вы его пробовали, нет, ребят?
Так, вот здание начальной школы. Давайте про него тогда расскажу. Так. Имени Змая Йована. Оно было построено в 1894 году. А в те времена здесь находилось ремесленное училище. А в 1924 году была создана торговая академия. Количество учеников здесь было от 24 до 25. Вот такое здание. А Йован Змай — это сербский поэт, драматург, переводчик, врач. Сейчас покажу вам фотографию его. Вот это Змай Йован, кому интересно. Вот так он выглядел. Да, Валентин, одноэтажные прям мне тоже нравится, как смотрится. Вот улочка прям. Вроде ничего такого, но что-то такое есть в ней все-таки. Это здание, я прочитал, там находится сейчас коммунальная милиция, полиция. Так, и подхожу я к центру, историческому центру. Здесь же расположен городской парк. Он назван в честь короля Петра. В центре него должен быть музыкальный павильон, фонтан. Сейчас все посмотрим. Вот слева здание шикарное. Сейчас покажу вам. Я уже заметил на балконе. Сейчас сами посмотрите. Кто-то сидит. Но я думаю, это сокол. Вот на балкончике, прям видите. Может, это Сокольский дом раньше был, потому что информацию про этот дом я не нашел. Здесь банк расположен. Что там? Кафешка какая-то. Здание очень большое. Так, это парк. С правой стороны должен быть музей. Давайте с павильона начнем. В центре парка музыкальный павильон. Вот тот. Сейчас дойду до него. Он был построен в 1928 году. Время еще раннее, никого нет на улице, практически. Вот возле рынка было много народу. Но в парке еще никто не гуляет. Вот это музыкальный павильон. Так, давайте еще раз покажу это здание. Красивая. Вот это музыкальный павильон. Что-то подобное в парке, Дунавском парке в Нови Саде. Есть павильончик тоже музыкальный. Правда, он там с крышей. Здесь видите, как сцена получается и скамейки. Наверное, здесь концерт проходит. Так, а вот справа, вот то здание за деревьями, это музей. Здание было построено в 1938 году, а раньше в нем располагался магистрат.
Посмотрите, какие колонны. Так, Андрей. Музыка. Приятно с вами познакомиться, Андрей. Так, мы жили Новый Сад, Сремская, Карловцы, Субботица. Панчево неплохой городок, отличный спорт, зал и стадион радует, футбол местный, Жизничар. Так, Наталья. Нравятся такие улочки с невысокими ухоженными домами и дворами. Да, смотрится красиво. Ну, после эфира, Андрей, можете посмотреть. Я снимал видео и про Субботицу, про Сремские Карловцы. Даже ездил на винарню. Как виноград делали, снимал. Так, Пайка Home. Правильно, надеюсь, читаю. Доброе утро, спасибо за вашу работу. Пожалуйста. Так, давайте к театру. Ой, к музею. Четыре колонны большие. Справа, ой, наверху, посмотрите, часы. И два ангела. Может, это не, это нимфы. Балкончик такой прикольный. Портал. Так, Андрей, отличный маленький городок, максимально приближен к Белграду, а в Белграде можно найти отдых на любой вкус. Да, совершенно верно. Ехать вообще недалеко, здесь рядышком автобусы, электрички. Все рядом. А это крест Святой Троицы. Его установили сербы в 1804 году. Именно кто проживал в Панчево. А установлен он был в честь первого сербского восстания. Прочитал информацию, что этот крест установили ночью, и ночью его же осветили. Покажу вам фотографию. Так, это не та. Вот. Вот так он выглядел. Кстати, вот эта церковь впереди, вот там дальняя, в конце, она как раз идет. Вон она впереди меня. Можно сравнить картинку сейчас. Поменьше ее сделаю. А, деревья мешают. Вот такой фонтан. Это девушка с цветком лотоса. Установили его в конце 1980 года. Не знаю, что он означает и причем тут лотосы. Ну вот так. К черту церкви. Ну, это ваше дело. Мы в любом случае мимо них пройдем. Так, позади меня покажу вот так.
все это выглядит. Ну вот как раз и выхожу к церкви. Это римская католическая церковь. А еще на карте, когда смотрел, маршрут составлял с правой стороны. Так, мне надо сюда, наверное, пройти. Сейчас на ту сторону пойду. Я туда не планировал идти. Но сейчас дойдем до угла дома. Хочу показать вам дом интересный. Он был как бы в таком не в очень хорошем состоянии, но его отремонтировали. А за ней будет церковь. Но мы к ней не пойдем. Издалека покажу. Там вроде церковь, сербской православной церкви. Сейчас буквально до конца улицы и назад вернемся. Пока можете посмотреть, кто чем занимается, куда люди идут. Машин сколько вот. Машин, кстати, очень много в Сербии. У меня ощущение, что у каждого второго, если не у каждого первого, да еще по 2 машины. Ну, они старенькие, но тем не менее. В игровых клубах вот таких рекламировать не буду, тоже на каждом шагу. Еще не по одному. Вот это здание хотел показать. Наверное, надо на ту сторону перейти, чтобы его все захватить. Сейчас перейду на ту сторону. А, вон и церковь. Так, по информации, это православная, но она больше похожа на готическую. Но вообще она православная. Может, раньше здесь была другая церковь. Просто сделали православную. Туда мы не пойдем. Вот это хотел здание показать вам. Тоже 19 век. Недавно отремонтированное. Понял, Андрей. Спасибо за информацию про заводы. Так, Наталья, нравится чистота, спокойствие, приятная жизнь в таком городке. Ну да, тихо, спокойно. Как сама тут жизнь? Я не знаю. В плане того вот воздуха, там воды. Вот. Про экономику мы дальше поговорим. Я там себе набросал информации. Так, Ирина Мося, мне наоборот хочется движения, а не спокойствия. Это, наверное, только в Белграде. Ну, конечно, все-таки столица. В любом случае, движения больше в столице всегда. Ну, знаете, тут можно еще немного поспорить в плане того, что есть город Нови Сад, и это не столица, но там движения, мне кажется, больше. Больше проходит всяких мероприятий, там культурных, развлекательных, концерты. Прям Нови Сад это вот как Петербург, только, ну, так если сравнивать. Я не в буквальном смысле сравниваю, а вот просто вот сравнивать, да. Там Москва, Питер, тут же самое Белград, Нови Сад. Но в Нови Саде, мне кажется, больше проходит всего. Он поспокойней, компактней. Нет холмов, как в Белграде. В Белграде все-таки вот эти подъем, вверх, вниз. В общем, кому как. Так, прохожу я по левую сторону, у меня парк городской. И я сворачиваю направо. Вот такая улочка. По левую сторону, я так предполагаю, что это здание почты, раз столько автомобилей стоит желтого цвета. Это церковь святого Карла Боромейского.
Она была построена в 1757 году. Не знаю, мне нравится старое здание. Вот 1757 год. Почему бы на него не посмотреть? Если было открыто, я бы даже зашел. Я бы не то чтобы там фанат церквей, но года, думаю, достойны нашего внимания. 1757 год. Интересно же внутри посмотреть. Ух, да, вот слева здание, прошел мимо. Написано Банк Интеза. Наверху то ли герб, но нет, это не герб. Изображена там какая-то, женское лицо. Что-то написано, не могу прочитать. Посмотрите, под окнами такие, как бы драконы, что ли. Похоже на драконов. Между первым и вторым этажом. А над первым этажом в окна, над окнами, что тут? Наверное, овощи какие-то. Яблоки, тыква, что там еще можно различить? А еще выше это чьи-то лица. Интересное здание. Да, в Нови Саде много заведений. Причем они не уступают белградским. Так, а вот это справа от церкви получается гимназия. Здание было построено в 1830 году. А принадлежало оно на тот момент торговцу зерном. И он его завещал. Завещал как бы для устройства гимназии. А сама же гимназия была основана в 1863 году. Сейчас покажу вам фотографию. Тоже есть старая фотография. А во время Первой мировой войны здесь, непродолжительное время, но располагался госпиталь. Ничем не изменилось по факту. Так, Ирина Зубарева, доброе утро, из Калининграда. Чуть запоздала, ничего страшного. Мы еще недалеко ушли. Приветствую, Ирина. Присоединяйтесь. Вот такая гимназия. Колокольный звон. Все. Это все. Пойдемте дальше. Также вот такая площадь небольшая получается. И здесь такой дом воткнули. Впереди будет у меня там памятник расстрелянным. В 1914 году их расстреляли. Сейчас дойдем туда. Шикарное здание в гимназии. В таком хорошем состоянии. Молодцы.
Здесь что-то снесли. Скорее всего, какой-то дом построят. Тоже такая своего рода точечная застройка. Ну, благо, что не 20-этажные здания строят. Там 5-6 этажей. Впереди меня река будет, по-моему, Тимиш. Улица Косовска налево. Такая улочка. Стекла здесь побиты, никто не живет, наверное. Так, а я иду до памятника расстрелянным в Борчанах. Во время Первой мировой войны их расстреляли. А, вот и памятник. Установили этот памятник в 1920 году. А за ним, смотрите, какой паровоз. Да, иду по брусчатке. Сейчас памятник покажу вам. Развернусь, покажу, что там позади меня осталось. Вот такой памятник. Хочу дойти до паровоза еще. Это вот позади меня. Да, здание разрушается, вот это. Наверное, тоже снесут. Хотя там где-то работы идут, слышно. Вокзал этот старый, видите, даже булыжная, как бы мостовая, да, еще осталась. А здесь уже брусчатку постелили. Паровоз, первый вагон. Предполагаю, что там какой-нибудь хостел, типа гостиница. А здесь кафешка. Сейчас покажу вам. Да, Ирина, согласен. Надписи, конечно, портят. Я думаю, бесполезно с ними бороться. В плане того, что они же каждому дому не представишь охрану. Наверное, это надо сознание у человека поменялось, чтобы вот такой паровоз. А может тут что-то вроде музея? Нигде не указано. Вот такой паровозик стоит. Там река. Вот, к слову, от граффити. И тут уже граффити. Детская площадка. Там, посмотрите, такая небольшая березовая. Рощи бы я не назвал, но березки растут. Редко где березы вижу. Паровоз, паровоз. Есть там что-нибудь интересное это? Стоит сюда залазить? Нет? Нет, наверное. Туда. Нет, не буду залазить туда. Так, посмотрели и пойдем дальше. Сейчас как раз у нас будет старая железнодорожная станция впереди. И дальше должна быть пивоварня. Тоже интересная у нее история. Так, вот за эта железнодорожная станция. Она была построена в конце 19 века. Мне нравится, когда вот деревья прямо на дома вот так захватывают. Очень красиво смотрится. И видите, да, все в булыжнике. То есть по факту, наверное, с тех лет все это и осталось. Булыжники.
И станция, 19 век. Небольшой парк, прогулочная зона. Вот тоже домик интересный. Там уже разрушенная. 19 век тоже. Это что-то вроде современного уже. Брусчатка немного разрушается, поэтому сложно здесь ходить. Надо под ноги смотреть. Так, и вот впереди показалась эта же пивоварня. Так, пройду я здесь. Да, пойду прямо по дороге. Эту пивоварню основал еврей Авраам Кепиш. В январе 1722 года он получил лицензию на открытие завода. И 22 мая того же года она официально начала свою работу. Небольшая такая площадь здесь. Указатели, то есть старая железнодорожная станция, церковь и старая пивоварня. Вот пойдем по этой аллейке, смотрите какая, прям березовая аллейка. Само развитие, как бы такое основное развитие пивоварня получила во времена владения семьей Вайферт. Она так и называется, пивоварня Вайферт. Вот она уже по левую сторону, видите, все заколочено. Так, наверное, мне надо будет туда сейчас выйти, то за деревьями не видно ничего. В 1847 году Игнац Вайферт в возрасте 21 года становится владельцем этого завода. А чтобы получить статус губернского завода, весной 1857 года он вложил деньги, там, около 50 тысяч долларов, в модернизацию и реконструкцию. Так, солнце. В начале 20 века пивоварня начала производить бутылочное пиво. Ну и сам владелец Игнац Вайферт умер в глубокой старости в 1911 году. После Первой мировой войны завод перешел в руки наследников. Джордж Вайферт стал собственником. После Второй мировой войны, это в 1946 году, по решению правительства Сербии пивоварня переходит в руки государства. И таким образом он проработал до 2008 года, после чего обанкротился. Можно видеть, что вот через окна там уже пустоты, видимо, все внутри разрушено, просто заложили. Завод, конечно, очень большой. Попасть туда невозможно, я так понимаю. Все огорожено. Хотя интересно было бы там посмотреть. Да, такое здание и разрушается. Вот, пойдем по этой улочке. А вижу проход. Может, мы сейчас и посмотрим, как там внутри что. Смотрите, какие двери. Это кто? Лев? Раньше был лев. Сейчас больше на змею похоже. А с этой стороны уже отломано.
Да, Наталья, спасибо. Да, пивоварня очень огромная. Ну, давайте зайдем. Это все территория пивоварни. По правую сторону, по левую сторону, прямо. Давайте сюда, прям недалеко. Думаю, здесь будет мусора много. Ну да, мусора много. Все уже заросло. Вот такая территория. Деревья захватывают здание. Вот не буду заходить вовнутрь там, потому что уже это, знаете, в туалет превращается. Короче, плохо все со зданием у здания. Посмотрите, лестница старая наверх. Не буду туда подниматься. Все, выходим тогда. Огромная территория, огромный завод. Столько поколений здесь работало. Вот такой напротив домик, тоже старенький. Получается, от центра ушли, и здесь в таком состоянии домики. Давайте посмотрим в подъезде, как там. Деревянные ступеньки. Прикольно. Туда дальше не буду проходить, чтобы не смущать хозяев. Вот такой дворик у них здесь. Прикольно. Инжир, посмотрите, даже еще инжир вот спеет. Там уже он даже переспелый, муравьи кушают. Вот такой маленький инжир, но он, наверное, уже не поспеет. Прям все усыпано в инжире. Ирин, да, есть там информация. Я просто по порядку себе сделал такие пометочки, о чем говорить, чтобы не запутаться. Расскажу и о ценах, и о том, что здесь работает. Какие фабрики, заводы. Какой интересный портал, вход. Да, пожалуйста, Андрей, приходите, подписывайтесь. Друзья пусть ваши подписываются. О, справа, кстати, у меня штрих-код, это для донатов. Подключил этот, по-моему, Сбер. Что-то от Сбера, как называется, не помню. Сбер чаевые, о, точно. Вспомнил. Так, по факту мы пришли оттуда, сделали круг. И пойдем туда дальше. Я сверяюсь, ребят, с маршрутом, потому что здесь первый раз, говорю. Себе набросал, по какой улице идти и куда, чтобы не запутаться. Не вижу указателей. Ну, думаю, правильно иду. Мне нужно до улицы Николы Теслы дойти.
Так, свернуть налево. Да, там должен быть дом с солнечными часами. Андрей, вы, наверное, уже видели этот дом. Он так и называется, дом с солнечными часами. Иногда, видите, такое граффити красивое. Такой проезд для автомобилей. Красивые цветы. За паркинг? Не паркинг. Видео. Я говорю, я вот хожу, и меня все спрашивают, типа, паркинг снимаете? Никто не хочет платить за парковку. Пока он возле рынка стоял, тоже, говорю, человека 2, наверное, подошло. Не снимайте. Бабушка даже бежала с сумками, бедная. Как ей тяжело было, но она бежала, чтобы я не снимал ее машину. Успокоилась, когда я сказал, что я не снимаю. Так, это что за улица у нас? Сложно, когда не указаны указатели нет. А это улица Воеводы Петра, да? Извините. Блин, мужик. Воеводы Петра улица? Воеводы Петра? Да, прозрение. А Воеводы Петра? Так. Интересно. Ладно, все равно найдем. По правую сторону, посмотрите, дом 19 века. Такие фигуры мальчиков, наверное, поддерживают, как бы, а снизу виноградная лоза, тыква. Номер 991, вот указан наверху, 991. Это номер дома, получается. Прикольно. Так, Марта, всем привет. Я вас догнала, присоединилась. Жаль, опоздал. Алексей, как своему первое впечатление от Панчева? Ну, мы пока только в центре погуляли. Такой небольшой, интересный городок. Сейчас еще дальше пойдем посмотрим. Так, все ищем дом с часами. Мне кажется, я просто поворот прошел один. Надо было налево уйти. Если вот это здание банка по левую руку от меня, то мне надо будет просто чуть-чуть подальше отойти налево. По указателям. Церковь, церковь. Налево. Здесь тоже такая площадь интересная, смотрите. Да, точно, надо было там дальше свернуть. Ладно. С этой стороны пойдем. Давайте тогда банк покажу. Вот это здание банка. Так, блин, надо подальше отойти. Достаточно много таких площадей небольших. Здесь вот побольше. Вот это здание банка. Его строили в период 1901-1903 год. А архитекторы у него были из Венгрии. Интересное здание. Так, давайте тогда чуть-чуть назад сейчас вернемся. Все-таки хочу вам показать домик с солнечными часами. Прошел фигура
мальчика. Такой банк, Поштамскобанк с левой стороны. Да, интересное здание. Получается, это как бы второй, что ли, центр такой. Я так понимаю, что за этим зданием, если пойдем направо, придем в парк городской, а это вот площадь такая, тоже городская. Интересно. А, вот, все. Вот они, вот оно здание с часами солнечными. Это дом генерала Михальчича. Извиняюсь, Михальевича. Иногда сложно прочитать сербскую фамилию. Еще и главное ударение правильно поставить. Он был построен в 1792 году для штаба Банатской армии. О, зеленый, надо перебежать. Так. Вот и солнечные часы. Ребят, сверяйтесь с временем. У меня сейчас 9:52. Здесь тоже старенькие здания. А, мы, получается, оттуда пришли. Вот с того парка. Да, мимо просто прошли. Все, понял. Надо было здесь свернуть. Ну, ничего. Вот эти домики красиво смотрятся. Какой-то здесь еще полукруглый. Нет, не то. Не вижу. Сводчатый полукруглый вход должен быть. И там, ну, как бы рисунок этого генерала должен быть. Не вижу вход. Так, возвращаемся тогда на маршрут. И сейчас пойдем назад. Немного заблудился. Сейчас все встало на свои места. Нужно вернуться на тот перекресток, где мужика я фотографировал, который испугался, что я его машину снимаю. Вдруг штраф придет. И как раз впереди была церковь, вот к ней надо, мимо нее пройти. Ориентир. Да, приветствую, Людмила. Да, тихий, милый городок. Вы с часами, кстати, сверились, нет? Поняли, работают они или не работают? Слушайте, а туда вообще вся улица, что ли, пешеходная? Да, там поворот налево. Ну, мы сейчас туда дойдем еще. Сначала там покажу. Такое здание. На нем я не останавливался. Я видел пару раз эвакуаторы увозили в Белграде. Но это, знаете, больше в центре. На окраинах нет. Вот машины, вон, видите, стоят на тротуаре. Они там везде вот так же стоят. Там очень большие проблемы с парковками. Вот там машины на тротуаре стоят. Там, видите, на дороге. Но там разлиновано место под парковку.
А где на тротуаре, это уже, значит, по идее, надо штраф выписывать. Ну, не видел, что там с ними особо борются. Лояльно к этому относятся, я так понимаю. Да, ребят, нас 29 человек. Должно быть как минимум 29 лайков. Кто может поставить 2, поставьте 2. Да, домик красивый. Я тоже не понял, как там по ним ориентироваться. Вроде как 35 минут показывал, если так предположить, что стрелка вниз. Вот там другое. Да, вот здесь сейчас повернем налево. Вот это здание сейчас покажу вам. Тоже мы его мимо него прошли. Рядышком особо не посмотришь, когда рядом. Издалека. Симпатичное здание. По стрелке теневой ориентир. Ну, я понял, что тень. Ладно. Все, вот она улица, по ней идем. Впереди меня, сейчас выйду. Ребят, церквей много всегда. В Сербии очень много церквей. Вы не поверите, но сколько видео снимаю, сколько туда не попадает еще этих зданий. Если есть церковь, захожу только в самые такие старые, интересные. Ну, какая-то история интересная. Если буду во все заходить, то там видео будет на 3 часа. Не всем интересно церковь смотреть, поэтому так. Одна, иногда никогда, ну ни одной. Бывает. Эта церковь была основана в 1840 году. Еще раз повторюсь, вот даты, просто даты 1840. Думаю, ну в такие места надо заходить. Современные мне не нравится архитектура, а вот старые, да, есть что посмотреть, есть что показать. На строительство этой церкви ушло 60 лет. Ну, сейчас она закрыта. Знаю, что иногда ее используют для концертов, ну, как концертный зал. Такая улочка, смотрите. Но мне надо идти туда прямо. Давайте дойдем. Как, ребят? Идем нет до конца, потом вернусь. Просто мне надо идти направо дальше. Стоит туда идти, нет? Давайте 5 да и идем. Нет, значит пойдем дальше. У нас уже 27, замечательно. Так, Татьяна, спасибо, но полностью посмотрю вечерком. Лайк. Спасибо, Татьяна. Так, идем, идем. 1, еще 4. У нас 27. Пока позади себя улочку покажу. Мы пришли вот оттуда. Так, наверное, не идем, раз. Или задержка такая у Ютуба с трансляцией. Ну, давайте тогда отсюда посмотрим вот так. Сюда уже не пойдем. Давайте пойдем. Сначала вот покажу вам. Посмотрите. Тоже деревья. Такие листочки красные, зеленые. Красиво смотрится.
Так, идем до конца и вернемся. Женские лица. 5. Да, 5. А зеленый это что такое? Типа мозаики, что ли? Оно переливается. Интересно смотрится. Орган. Интересно бы послушать. Орган. Знаете, по-моему, следующий, вторник. Во вторник. В общем, в Белграде проходят дни, музейные дни. И во вторник я знаю, что в одной из церквей будет органный концерт. Можно снять. Ну, не знаю, насколько будет интересно слушать органную музыку в прямом эфире. Там особо не поговоришь, придется просто включить видео и все. В принципе, смотрите, если интересно, я могу съездить и записать видео в прямом эфире прям. В записи, я думаю, не очень интересно, будет скучновато. В прямом эфире, может быть, что-то и получится из этого. Напишите, ребят, интересно было бы, нет? Во вторник, сейчас по местному времени, по-моему, 6 или 7 вечера. Так, это улица Тополовича, по которой мы прошли. Мы были вот там, возле того здания. Все, возвращаемся. С правой стороны у здания видел там вход. Открыт был. Сейчас зайдем, посмотрим. Смотрите, решение какое интересное. Окна как бы вынесены сюда. Туда не будем заглядывать. Если бы здесь были зимы холодные, конечно, наверное, служил бы таким вторым холодильником. Как раньше, помните, вывешивали? Может, и сейчас, кстати, тоже вывешивают продукты за окно. Так, где вход был открытый? Дальше. Вернусь на улицу, там, куда дальше надо было прямо идти. Здание синагоги. Но, насколько я знаю, оно там разрушено уже. Но все равно дойдем, посмотрим. Такой вход. А тут работает адвокат. Красивые какие цвета. Здесь так тихо. Какие двери массивные. Да, по-разному. Вот женщина в футболке. Я иду в джинсах и в кофте. В спортивной кофте. Чтобы, если что, можно было раздеться быстренько. Уже потеплело. Я думаю, уже градусов, наверное, 16 есть. На солнце очень жарко. Солнце жарит. Такой контраст. Ветерок прохладный, а солнце жарит. Ну все, договорились. Идем тогда во вторник. Я сделаю напоминание. Там поставьте колокольчик, чтобы вам уведомление пришло. Ну и предварительно, конечно, я размещу в Инстаграме, в Телеграме, на Ютубе информацию, во сколько и где встречаемся на концерте. Получается, что эту церковь под концерты используют, наверное, то же самое, как в Нови Саде с синагогой. Она в основном закрыта, там концерты проходят. Я один раз туда попадал на концерт, когда я еще не был видеоблогером, поэтому не снимал. Для себя снимал.
Такое здание интересное достаточно. И реально хорошая акустика, там постоянно концерты проходят. Ну и ощущение, что его постоянно тоже ремонтируют. То фасад делают, то еще что-нибудь. И как бы туда сложно попасть. Улица Максима Горького, вот это. Такое здание. Да, Наталья, пойдем, послушаем. Вы, главное, придите потом на прямой эфир. Посмотрим все, послушаем. Под липом называется кафешка. Так, секунду, ребят, сейчас с маршрутом сверюсь. Так, Евангелическую прошли. Синагога должна быть вот с правой стороны, по-моему. Пока ее не вижу. Давайте пока иду, расскажу о ней. Это что такое? Тоже какое-то, смотрите, старое здание. Наверху даже указана улица Касапиновича и... тоже Касапиновича. 6 октября. Ну, заброшенная. Крыша обвалилась. В общем, синагога, к которой я иду, надеюсь, мы найдем ее, она была спроектирована будапештским архитектором Карлом Фентисом в стиле неоготики. Она была официально открыта в 1910 году. Все, вот она. Вот это здание синагоги с правой стороны. Во время Второй мировой войны немцы использовали синагогу как склад. А в 1956 году ее снесли, а на ее месте построили 2 одноэтажных дома. То есть вот этот дом получается, да? Нет, скорее всего, вот эти 2 одноэтажных дома справа, потому что 19 век. В общем, в 1922 году, вернее, в 1992 году ее решили восстановить. Ну а в 2007 здесь произошел пожар. Здесь табличка, что община, еврейская община в Панчево вот в таком состоянии. Я так понимаю, что ее не собираются восстанавливать. Сгорела. Так, а что там? Колонны такие, слева, справа. Жаль, конечно. Интересно было посмотреть. Синагога красивая, я снимал в Субботице. Там, что интересно, на каждой лавочке есть такая, как бы, тумбочка, полочка, как это назвать, с ключом. И где-то подписаны фамилии указаны, где-то не указано. У каждого свое место. Так, мы идем дальше тогда, прямо. Давайте немного тогда о современном городе.
Ну, бывает тоже вот мусор впереди, да, видели. Не боится меня с камерой, не пропустил. Так, по левую сторону. Так, давайте вопросы чуть-чуть. Так, заброшек много в маленьких городах. Ну, бывает, но не так, чтобы прям катастрофично. В основном, я так понимаю, что сносят и строят современные дома. Но не без этого. Так, Ирина. Ну да, синагогу сложно найти. Если не знаешь, что это синагога, пройдешь мимо. Просто у меня цель-то, я знаю, что синагога должна быть где-то с правой стороны. И то не знал, найду я ее или нет. Ну, нашли, хорошо. Так, синагога пережила Вторую мировую. Но случился пожар. Ну, да, бывает такое. Так, Ирина, спасибо вам за обзор. Интересно. Марта, в Субботице красивая синагога. Да, вход платный в синагоге в Субботице. У вас 27 свидетелей нарушения правил дорожного движения. Да, я иногда сам нарушаю. Вот переходил там где-то на красный. Я говорю, это лояльно к этому относятся. Так, иду по улочке. Справа получается, что у нас одноэтажные дома. Такой уже, знаете, на частный сектор больше похоже. По левой стороне тоже есть одноэтажки и современный дом. Так, о современном городе-то. В городе проживает около 80 тысяч жителей. А это что такое? Христианская адвентистическая церковь. Вот еще одна церковь, видите? Просто идешь, и они подряд прям. Вот такая. Давайте вот сюда просто заглянем, посмотрим. И дальше продолжим о современном городе. Мы вовнутрь не пойдем, просто хочу двор посмотреть. Ух ты! Такая лестница. Да, адвентистическая церковь. Двери стеклянные. Интересно. Тоже пойду по дороге. Машин здесь не особо много. Так, давайте продолжу-то про современный город. Находится город в 14 километров от Белграда. Река Тамиш здесь протекает. Как добраться, я сюда уже сказал. Автобус, электричка. Так, по учебным заведениям в городе порядка 22 начальных школ. Одна из них коррекционная. Потом 8 средних школ, 5 детских садов. Есть факультет стоматологии от университета. Так, и я пойду налево. А 8 ноября отмечают День города. Так, это должна быть улица. Или мне дорогу надо перейти? Вот когда город не знаешь, сложно ходить. Видео поэтому проще снимать. Прошел, вернулся, записал. А так в прямом эфире. А по факту мы с вами записываем видео, да? Ох, интересный домик. Из рубрики «Я бы тут жил».
Интересное решение. Лестницы такие на второй этаж, на первом. Наверху такие балкончики. На 3 семьи, наверное, дом. Так, иду дальше на Сан-Лазаро. Сейчас, ребят, сориентируюсь по улице, мне прямо или все-таки налево. Дальше на Сан-Лазаро. Это что за улица? Вот что это за улица? Кто бы знал. Да, пойдемте прямо. Да, во дворах тишина. На дорогу выходишь, шум такой сразу. Ну, а здесь сейчас свернем налево. В любом случае некуда идти. Только налево. Ну, есть направо, но нам налево надо, чтобы в центр вернуться. Там еще интересные места есть. Хочу показать статую там святого Флориана. Заодно город смотрим и дойдем до местной достопримечательности. Так, улица Касапиновича. Пойдем по ней. Что по правую сторону одноэтажные, двухэтажные, но такие уже более современные. По левую сторону 19 век. Так, Гордей. На подушке, есть ли в городе антикварные магазины, в том числе в Нови Саде? Да, есть. В Нови Саде есть рынок Нейлон Пиацца. Сходите туда, если вы живете где-то рядом. Работает с пятницы по воскресенье. Ну, лучше ехать в пятницу. Много чего можно найти. Хлама, конечно, там тоже хватает. Но если задаться вопросом, что-то конкретное ищете, я думаю, можно там все найти. Есть все. От значков с паспортами там до машин. В Белграде тоже есть рынок Бошка. Я там еще не был, не знаю. Собираюсь посетить его. Так, вот на правой стороне. Вот там дом строится. Телефон. Если кому-то просто вдруг мало ли интересно, можете записать или скриншот сделать. Позвонить. Если что, пишите сербам на Viber. Они в основном здесь Вайбером пользуются. Редко кто в Телеграме. Практически никого. Но в Вайбере все. Здесь тоже такой центр. По правую сторону, вот там дальше, ну, за этим зданием. Ну, в принципе, наверное, это тоже здание есть. Автовокзала, автобусный. Так, а мне надо перейти дорогу и пойдем туда. Я сейчас на улице воеводы Путника, потому что она прямо идет улица. Солнышко выходит, прям жарко. Уже подогревает. Прям подогревает асфальт. Еще дождик был, все это испаряться начинает. Жарковато. Так, мне нужно найти сейчас фонтан. Вернее, не фонтан. Статую святого Флориана. По-моему, да, вот я вижу уже впереди. Все правильно, значит. Иду. А святой Флориан — это покровитель пожарных.
По информации, которую нашел, его сделали, изготовили в 1813 году, а установили в 1875. Он впереди уже. Так, и на нем не надо будет повернуть направо. Как вам, ребят, городок? Вот сколько мы прошли уже. Отпишитесь. Движение уже побольше, машин больше, людей побольше стало. Административное здание. Какая-то национальная служба, филиал Панчево. Мне кажется, симпатичный городок. Насколько он большой, ну, вернее, в ширину он или в длину, пока не понял. Ездил в Оранжеловец город. Вот он вытянутый, ну, в длину. А здесь пока не понимаю. Так, вот памятник святому Флориану. И сейчас уйдем направо. Покровитель пожарных. Так, а как бы тебе показать-то? Вот такой святой Флориан. Красный, нарушаю. Сколько у нас свидетелей-то? 22? Ничего, мне можно. Я с камерой. И пойдем в ту сторону. По факту мы круг дали с вами. Так, ребят, что по аренде? Аренда квартиры где-то вот 50 квадратов в среднем будет от 350 евро. Сейчас цены немного упали. Ну, не прямо уж там на халяву рассчитывать не придется. Но чуть-чуть подупали. По покупке цена 1 квадратного метра от 1100 евро. По экономике города. Здесь есть химическая, строительная и авиационная индустрия, швейная, обувная промышленность. Такой небольшой, интересный, недалеко от Белграда. В принципе, можно приехать, походить, погулять. Вот здание 1908 год. Даже чьи-то, вот смотрите, символы остались. Так, город мне показался невзрачным. Так, Инна, обычный сербский городок. Так, март, для такого маленького городка много учебных заведений. Мне понравились домики. Так, как вы сегодня добрались из Белграда в Панчево? На автобусе я добирался. Ехал 30 минут. Так, Наталья, приятный городок со своим стилем. Да, обычный городок. Есть улочки с одноэтажными зданиями, где можно прогуляться. Конечно, если вы любите большой город, то в таком городе будет вам скучновато. По этой улочке сейчас пройдемся. Эта улица тоже пешеходная. Мы начинали, то есть я начинал, заходить в центр, вы помните, да, исторический. Вот они стоят, автомобили скорой помощи с той стороны, а сейчас я иду параллельно просто.
Она тоже пешеходная. Так, давайте комментарии дальше. Так, Билли, всем привет. Турист, спасибо за стрим. Пожалуйста. Так, Алена, добрый день недавно. Так, куда улетела? Так, Алена, доброго времени, недавно присоединился к стриму. Скажите, пожалуйста, запись будет? Да, запись будет, конечно. Можно в записи все посмотреть. Я записи не скрываю эфиров. Какой смысл? Так, Наталья, Алексей, спасибо за прогулку по городу. Пожалуйста. Ну, мы еще идем. Мы еще в центр возвращаемся. Ребят, лайки, кто не поставил. А если поделитесь данным стримом со своими знакомыми, близкими, тоже буду благодарен. Ссылку отправьте, пусть посмотрят. Вот такая улочка тоже приятная. Так, машина едет. Вроде пешеходная. Наверное, какие-то товары, продукты везет. Тоже приятная улочка. Вот справа. Что это справа? Что-то церковное какое-то здание. Капелла. Капелла. Здание 19 век тоже. По правую сторону. Зеленое, интересное. Давайте посмотрим, что тут. Какие двери? Что здесь? Интересно. Ой. Ну, просто двор какой-то. Там, наверное, какой-то магазин. Дворик такой. Небольшой двор. Да, город просыпается. Все больше и больше людей. Кафешки начинают работать, открываться все. Думал в воскресенье стрим провести. Потом вспомнил, что здесь время будет меняться на час назад. И как бы не очень сюда приезжать. Это во сколько? В 10 это стрим. Это 8 часов. Здесь вообще никого бы не было. Ходили бы как по мертвому городу пустому. Никого нет, да еще и холодно. Сейчас хорошо. Потому что люди, проходящие, все равно какую-то атмосферу создают. Движение есть. По правую сторону кафешки. Народу еще мало, потому что все равно еще не все проснулись. И по факту мы приходим опять в Центральный парк. Так, сколько мы? Час 30. Час 30 мы с вами гуляли. Да, витражи красивые. Вот мы вышли в Центральный парк с другой стороны. По левую сторону такая улочка приятная, тенистая. Летом хорошо будет здесь от солнышка прятаться. Да и в парке самом достаточно много зелени. Ну что, ребята, вот такое у нас с вами путешествие. Пишите сейчас комментарии, свои вопросы какие-то есть. Стрим наш подходит к концу. Если нравится такого формата путешествия, тоже напишите в комментарии. Как я и сказал, что назвал его формат такой. Есть формат в виде видео, я бы тут жил, да? А это у нас такой стрим получился, я бы тут жил. По факту, если бы я снимал видео, наверное, таким же бы маршрутом пошел бы. Что-то поснимал, где-то прошел бы еще многоэтажные дома, микрорайон зашел. По факту вы видели, дома есть и одна, и двухэтажные, там, и многоэтажные здания.
Все достопримечательности основные мы с вами прошли в любом случае. Так что отпишитесь в комментариях, как вам такой формат. Стоит ли продолжать? Может, какой-то городок еще можно также съездить. И в режиме стрима запишем с вами вместе видео. Давайте вон до той площади дойду. Вы пока пишите. Там какой-то памятник стоит. Заодно посмотрим. Ну вот это здание, здание банка, где я выходил. Да, по факту мы вот такой круг дали с вами. Герб города. Такой. Кто там? Наверху корона в виде крепости. И защитник такой на входе стоит. С мечом. Ну и с флагом, наверное. Так, Марта, и небо стало чистым. Да, хорошо. Так, набережная. Нет, недалеко. Вот мы... Набережная, где железнодорожный вокзал. Старый железнодорожный вокзал. Где паровоз. Вот за ним сразу река. Так, Марта, спасибо огромное. Было очень интересно. Маршрут классный. Сегодня будет смотрено. Так. Анна Смирнова. Проспали. Будем пересматривать. Да, пересмотрите. Лайкос не забудьте. Так, Ан-19. Да, давайте другой город. Также с вами виднее, какой именно. Я не знаю сербских городов. Все, хорошо. Подберу городок. Такой, чтобы был не особо далеко. Потому что по времени, да, чтобы больше максимально людей пришло на стрим. В следующую пятницу выйдет видео тогда про Обреновец. Вот такой здесь памятник. Обреновец, интересный городок, тоже посмотрите видео. Все, ребят. Всем спасибо, кто пришел. От вас лайки. Поделиться с видео я вас уже попросил. Заранее спасибо. Кто хочет стать спонсором, все ссылки в описании. Донаты справа, штрих-код у вас должен быть. Все, ребят, всем пока. Спасибо еще раз.